В Советском Союзе был культ массажа простаты. Предлагали массаж всем пациентам, заходящим в их кабинет. Прекращают, пускай этим заниматься всем. Сейчас же все, Артур, ищут каких-то читерских быстрых ходов. Но срезок не существует. Со здоровьем это не работает. Абсолютно не работает. Вдруг там интересуется длительность нормального полового акта. От 2 до 7 минут в среднем. Так что- Пацаны, все отлично. Так, почему все не так? Я не такой. Я говорю, вы такой. Это фильмы не такие. А молодежь-то воспринимает это за чистую монету и ждет такого же от обычной девушки. Мужское здоровье – это не про возраст, это про систему. Конечно, конечно. Начиная с 40 лет, у мужчины заканчивается гарантийный срок. Представьте, что вам дали единственный автомобиль, и вам нужно за ним следить всю жизнь. Всем привет, меня зовут Артур Кулагин, это канал Anti-Age, канал о том, как продлить свою жизнь, оставаться здоровым, молодым, красивым, энергичным. Сегодня в гостях этой прекрасной студии Олег Владимирович Абаимов, он же уролог, андролог, эндокринолог и человек, который провел 8 тысяч операций по урологии, спас жизни людей, и люди сейчас счастливы, здоровы и продолжают свою жизнь. Доброе утро. Доброе утро, дорогой Артур. Здравствуйте, дорогие зрители. Очень приятно принять ваше приглашение, твое, и прийти сюда, в эту уютную студию, и поделиться какими-то своими, может быть, инсайдами, интересными историями про гормоны, про мужское здоровье и про любые твои вопросы. Отлично. Вот как раз давай начнем о мужском здоровье. Что это Давай. вообще такое? Миллион видео, подкастов, которые я посмотрел, многие об этом говорят, ну так, абстрактно. Вот для тебя что такое мужское здоровье? Мужское здоровье, Артур, наверное, для меня это совокупность факторов, которые делают мужчину продуктивным. Продуктивным везде. В работе, самое главное, потому что все-таки, наверное, работа на первом месте у многих мужчин. В любви, в половой жизни, в отношении с детьми, да во всем чем угодно. То есть то, что делает мужчину мужчиной и делает это комфортно. Я предлагаю сегодня поговорить о мужском здоровье с такой призмы, которой мужчины не всегда хотят озвучивать Так, вслух. так. Часто в бане там, либо за кружкой пива все хорохорятся. Мгм. Я могу и полночи, Да, 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 и да. всю ночь, и 5 раз за ночь. Давай начнем с таких пикантных вещей. Сколько вообще адекватно для мужчины в неделю половых актов, чтобы оставаться здоровым, функциональным, чтобы это не вредило даже его Мгм, здоровью? мгм. Я так понимаю, что везде должен быть баланс. Много Конечно. тоже не есть хорошо. Конечно, Артур, золотые слова на самом деле про баланс. И это вообще красной нитью проходит по всем моим консультациям для наших пациентов, что везде должен быть баланс и везде должна быть норма. На самом деле какой-то определенной нормы для каждого возраста нет. И здесь мы отталкиваемся от вашего желания, дорогие мужчины, от либидо. Но есть какие-то два таких вот красных флага. Это не реже раза в 2 недели должна быть половая жизнь, но и не чаще 1-2 раз в день. Понятно, что, допустим, для подростка там 16-летнего или 18-летнего, да, 2-3 раза в день считается нормально. Но все равно при ежедневных таких упражнениях, особенно для мужчин старше 20-30 лет, простата может сильно уставать. И усталость простаты, а это же мышца, она устает не так, как, допустим, бицепс, говоря там о боли о своей и так далее. Она устает, показывая отсутствие либидо. И у мужчины начинает при слишком частой половой жизни уменьшаться либидо. Он думает, ищет причину, но на самом деле можно просто чуть-чуть сделать пореже ритм половой активности, и все встанет на свои места. Ты сказал, простата – это мышца. Да, это гладкая мускулатура. Как ее тренировать? Хороший вопрос на самом деле. Если это А, мышца, я сразу как спортсмен, Мгм. как ее тренировать? Как любой орган тренируется регулярностью. И второй важный посыл для моих пациентов – это регулярность. Если вы, допустим, привыкли заниматься половой жизнью, там, допустим, раз в неделю, 2 раза в неделю, то пусть это будет по возможности каждую неделю одинаковое количество раз. Мгм. Это как можно представить, допустим, дорогу зимой. Если по ней постоянно ездить, то возникает хорошая накатанная дорога. Мгм. А если же по ней ездить нерегулярно, то как-то раз ты просто не сможешь по ней проехать. То есть системно, там, Да. 3 раза в неделю. Совершенно верно, да. Отличный И тут вариант. еще это перекликается хорошо с сексологией, с психологией, что в паре тоже
по-хорошему должна быть регулярность, чтобы мужчина не ждал там каждую неделю от женщины, там, ну, грубо говоря, даст, не даст, да, а чтобы это было в паре заложено регулярно, как ДНК пары, да, что мужчина четко знает, что он не будет ждать секса. Прописанный контракт. Ну, типа да. А, кстати же, есть даже брачные контракты с Да. такими строчками, что жена там обязана, там, допустим, или должна, да. Ну, конечно, это крайность, мы понимаем, но все равно какая-то доля истины в этом есть, что регулярность должна быть. Развеем миф. Давай. Я знаю, что в Советском Союзе был культ массажа простаты, и это О, еще и да, перетекло в наше время. Даже я застал, что да. слышал такие моменты, что врач-уролог предлагал промассировать Да-да-да. простату, чтобы улучшилась потенция, не было Мгм. застоев. Вот давай твое видение по поводу массажа простаты. Что это за массаж такой? И нужен ли Очень, он очень мужчине? хороший вопрос, Артур, спасибо. Поскольку я такой уже, скажем, возрастной уролог, хотя, может быть, так и не скажешь, у меня стаж уже 25 лет, 26, и я застал еще тех урологов, которые предлагали массаж всем пациентам, заходящим в их кабинет. Даже существовала такая поговорка, бытовала, что плох тот уролог, который, залазя в задницу, не достает оттуда десятку, потому что массаж стоил 10 рублей. Дело в том здесь, что уролог не мог никак заработать иначе, к сожалению. И массажи простаты были тем самым одним из немногих заработков, которые он мог достичь. И поэтому массажи назначались вообще всем без разбора полностью. В действительности сейчас по российским, по европейским рекомендациям доля массажа очень сузилась до тех пациентов, у которых вынуждена нерегулярная половая жизнь. Допустим, вахтовики, допустим, там какие-то молодые студенты, у которых нет регулярной половой жизни и нету, допустим, возможности, там, не знаю, мастурбировать. У них возникает застой действительно в предстательной железе, и как помощь мы назначаем им сеансы массажей. Но системно всем, конечно же, нет. А можно ли как-то самому физически, напрягая промежность, Мгм. улучшать кровообращение именно в предстательной железе, чтобы улучшить функции? Да, это очень хорошо на самом деле поставленный вопрос, потому что существуют у нас в практике упражнения Кегеля. Упражнения, которые назначаются нами как раз для тех пациентов, у которых вынуждена малая подвижность, допустим, сидячий образ жизни, и им никак там нельзя не вставать там никуда. Есть такие категории пациентов, условно привязанные к стулу по работе. Вот. И упражнения Кегеля– это мышцы, которые сокращаются, допустим, при остановке мочеиспускания, допустим, при поджимании Мгм. прямой кишки наверх. И вот эти вот сокращения делаются, либо быстрые сокращения, там по 10 раз, либо медленные, плавные сокращения. Там целая есть система этих упражнений, и они реально хорошо работают. Опять же, для тех пациентов, у которых нет возможности регулярно заниматься спортом, допустим, как у нас с тобой. Что мы скажем мужчинам, которые записались на массаж простаты и уже оплатили, или, не дай бог, ходят уже к этому замечательному урологу? Прекращают, пускай этим заниматься Ну, всем? пускай поделают и прекратят, потому что сейчас есть множество разнообразных и замен, начиная, опять же, от регулярной физической активности. Да, это может быть чуть более долгий путь заниматься спортом системно и долго. Сейчас же все, Артур, ищут каких-то читерских быстрых ходов, каких-то срезок и так далее. Но срезок не существует на Ну, самом деле. со здоровьем это не работает. Абсолютно не По-быстрому работает. ничего не решается. Да, Поэтому, ребята, если вы записались на массаж простаты, наш совет вам с Олегом Владимировичем выписаться этой процедуры. А, Олег, какие самые главные анализы нужно сдавать мужчине, чтобы мониторить свое здоровье, мужское здоровье? да, тоже очень важный вопрос, Артур, потому что сейчас, как ты видишь, везде больше и больше места и времени уделяется именно чекапам, как заботе о здоровье, о профилактике каких-то заболеваний. То есть раньше мы лечили уже возникшие вещи, да, а сейчас ввиду, возможно, какого-то большего времени появившегося у людей, больше возможностей, больше материального достатка, люди стали больше времени уделять профилактике. И это очень хороший Это тренд. очень хорошо. Это хороший тренд, действительно, да, и во многих клиниках, и у нас тоже появились разнообразные чекапы, VIP-чекапы и так далее. Есть перегибы, то есть есть клиники, которые назначают прямо многотомные списки анализов. Есть такая хорошая у нас поговорка, что лучше назначать те анализы, при изменении которых ты знаешь, что говорить пациенту. Потому что если ты Мгм. видишь там кучу красных параметров и не знаешь, что они значат сам, ну тогда не назначай их. Зачем? Чтобы что. Вот, поэтому анализ крови, анализ мочи, какой-то узкий довольно гормональный спектр. Лучше это делать на самом деле
опросив пациента предварительно. То есть не сразу же навешивая ему какой-то план обследования, а спросить у него, что беспокоит, какие бы вещи он хотел бы подсветить, может быть. Потому что бездумно можно назначить, сейчас реально там десятки тысяч анализов существует, и все их обрушивать на пациента было бы неправильно. Поэтому мы действуем по запросу раз и по возрасту два. Допустим, в 20 лет там я не назначу ряд анализов, которые я назначу, допустим, в 45 или в 60. Это гормональный спектр, это в первую очередь это тестостерон, само собой, да, В это 20 лет смотрим тестостерон? в 20 лет смотрим тестостерон, да, отчасти для того, чтобы потом, придя, встретившись с пациентом в 40-45, мы Да. уже знали, от чего отталкиваться, и какой у него тестостерон был, и какой он у него стал. Вот у меня сейчас такой момент, я не знаю, какой у меня тестостерон был в 20 лет. Так. Сдав анализы, я начал этим заниматься, так скажу, лет, наверное, 6 назад. Я выгрузил всю свою базу еще и в GPT. О, Он меня очень хвалил, говорит, у отлично. тебя за такой большой период времени такой большой пласт анализов, вот такого еще не видел. Ну, Он, пока он он мне всех так хвалит, Артур. да, Да. он всех хвалит, понятно. Но я не знаю, какой уровень должен Так, быть у меня. Вот придя к тебе в кабинет, вот такой молодой человек с да, 41 с года, хвостиком. да, с хвостиком, прихожу и говорю: Олег Владимирович, вот что мне делать? Хочу вот тестостерон повыше. Вот Мгм. что бы вы дали совет вот сходу? Ну, понятно, что сдай анализы, а вот так вот визуал вот такой. Можете ли вы определить, какой уровень тестостерона вот у мужчины, который приходит к вам в кабинет? Ну, телепатически, к сожалению, нет, и я бы попросил все-таки тебя сдать тестостерон в идеале дважды или трижды с интервалом в неделю. Потому что Мгм. это довольно-таки волатильный параметр, который сильно колеблется от множества факторов. Начиная от уровня стресса, потому что работа стрессовая, я знаю, начиная от ритма половой жизни, начиная от физической активности, от сидячести и так далее, да, от множества факторов. Поэтому мы смотрим в идеале дважды или трижды и берем нечто среднее. Раз. Вот. Во-вторых, естественно, я бы порекомендовал, даже видя низкий тестостерон сравнительно, да, я порекомендовал бы сначала улучшить какие-то фундаментальные истории касательно образа жизни. Да? Потому что без фундамента мы не можем настраивать ту же самую ГЗТ, и мы прекрасно с тобой понимаем, что если мы пациенту без этого фундамента назначим, там, допустим, или инъекционный, или трансдермальный черезкожный тестостерон, то мы не получим того А он эффекта, пиво который... пьет. А он, допустим, Намазался и пиво пьет пиво, да, мало спит, не тренируется вообще, у него нет регулярной половой жизни. Тогда, получается, мы и потратим и его деньги зря, и потратим, самое главное, его ожидания. И он уйдет от нас нерадостный. Говорю про себя. А, Я занимаюсь спортом на протяжении всей жизни, Ого. слежу за питанием, не курю, не пью, регулярная половая жизнь, ну, стресс, как бы он у всех есть, К сожалению, но да. уровень кортизола я замерял, он тоже низкий, сдаю тест 14. Мгм, мгм. Что делать? А, Мало это, нормально. Как, ну, как, как понять? В 20 лет я не знаю, какой он был. вот жалко, Упущение. жалко, что в 20 лет мы не знаем. Возможно, в 20 лет и был там 15-16, и мы сейчас не будем говорить про какое-то его снижение, да. Тут мы с вами отталкиваемся в первую очередь от норм тестостерона, которые определены Международной ассоциацией по борьбе с андрогендефицитом. Это 12 наномоль на литр с утра. Я смотрел инвитро Так, и референтные там значения референсные от значения. 8 до 40. Но Там это же референсные значения, да. Это бешеная огромнейшая, пропасть. да, огромнейшая пропасть на самом деле. И тут очень важно не подменять норму референсными значениями, потому что, по сути, референсные значения — это то облако значений, с которыми приходят в эту клинику пациенты. От самых минимальных до самых больших. Это такое среднее, нечто среднеарифметическое. И мы отталкиваемся именно от норм. Причем 12 — это нижняя граница нормы, да, а, допустим, в возрасте 40-41 год с хвостиком мы говорим про физиологическую норму, это 15-23. И вот до этой нормы по-хорошему лучше бы все-таки приподнять тестостерон. И в этой норме необходимо находиться. Потому что если говорить про какие-то сверхнормальные значения, суpraфизиологические, да, то они тоже довольно рискованные. Допустим, там выше 40 никто не рекомендует поднимать даже выше 35, потому что там сразу же, судя по Потянет большому объему другие метаисследований, гормоны. да, и подтягивает другие гормоны раз, и все-таки все равно ощутимо поднимается риск разнообразных событий нехороших со стороны сердца, сосудов и так далее, начиная с инсультов, заканчивая ишемической болезнью сердца и даже внезапной сердечной смертью, чего не хотелось бы. На высоком тестостероне Да, большая да, да. опасность ишемической Это как болезни. постоянно стегать лошадь, чтобы она бежала вперед, она может устать, банально.
Ну и простата тоже может Конечно, конечно. пострадать. Все системы работают в сильном перегреве при высоком тестостероне, поэтому ни к чему. Мгм. Там, да, допустим, для спортсменов, которые профессионально этим занимаются, на каких-то пиковых соревнованиях возможно это делать. Мы с вами знаем культуристов, там, которые занимаются курсами и так далее, но Здоровых людей там я не видел. вот об этом и речь, Артур. Поэтому всегда мы что-то на что-то обмениваем в этих историях. Мне сейчас в 41 год, человеку, который в режиме, в таком достаточно спортивном, Мгм. 5 тренировок в неделю, Ого. питание, закаливание, баня, медитация, то есть полностью комплекс на повышение тестостерона. Но он 14. Что делать? Вот в И этих какой ситуациях, вопрос, да, докручу. Какой самый лайтовый способ поднять мне тестостерон, который бы не повлиял негативно на мое здоровье, на пролактин, эстрадиол? Там будет еще у меня вопрос от друга про яички, вот, и про чтобы, сперматогенез тоже, да? да, и сперматогенез, Мгм, чтобы я не мгм, нанес урон своему здоровью. Вот есть ли мгм. какой-то такой препарат, который может поднять тестостерон, не усугубляя здоровье человека? Конечно же, да. И тут как раз вторая часть моего ответа, когда мы уже создали фундамент, а у тебя фундамент очень крепкий на самом деле, да, как ты говоришь. Тогда, наверное, мы в 41 год, еще с желанием завести детей, как я знаю, мы не будем сразу же назначать, наверное, ГЗТ, гормон-замещающую терапию. Потому что, как известно, в любых видах она, к сожалению, подавляет сперматогенез и замедляет функцию яичек. Потому что она, по сути, потому что она замещающая, да, то мозг такой: о, тогда зачем я буду сам вырабатывать тестостерон? Я не буду его вырабатывать, мне же его дают. Вот. Как дотационные регионы, допустим, да, Мгм. также. Перестают работать. А, да, у них нет необходимости работать, как Африка. Мгм. Им деньги дают и дают. Также и мозг. Вот. Поэтому здесь мы, наверное, вот в твоей ситуации мы бы назначили сначала так называемые бустеры тестостерона. Их множество сейчас. Я их пью. Да. Трибулус, ашваганда, Вот, фагодия, вот. ну, креатин, если Мгм, сюда он мгм, мгм, тестостерон поднимает, нет. То мгм. есть и мы вставку сделаем тех препаратов, Так. которые я сегодня пью. Это достаточно большой такой Мгм, 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 перечень, мгм. но тестостерон не поднимает. Вот. И здесь третий момент, очень интересный на самом деле, что мы в таких ситуациях, наверное, не должны гнаться за цифрой тестостерона, да? Все-таки понятно, что есть норма, но норма тоже довольно волатильная история. И если ты чувствуешь себя полностью продуктивным, у тебя нормальный перформанс во всех областях, да, тогда, возможно, и не стоит гнаться за цифрой, потому что следующий этап– это уже ГЗТ. Но учитывая необходимость фертильности, да, плодовитости в перспективе, и знание о том, что тестостерон подавляет фертильность, наверное, мы не будем так сильно рисковать. Да, существуют гелевые формы тестостерона, которые мы наносим на кожу, трансдермальные формы, которые практически никак не подавляют сильно сперматогенез. По данным исследованиям, это процентов 10-12 всего лишь. Но все равно это 10-12%. Вот. И мы должны все равно смотреть на исходную спермограмму. Может, она и так уже на нижней границе нормы, а мы ее подавим до низов. Ни к чему. Еще один момент хороший– это так называемые препараты гонадотропинового ряда. ХГЧ, хорионический гонадотропин, хорогон, вот эти вот препараты, которые подхлестывают именно работу яичек. Кластилбеги тот же самый, да, тоже хороший препарат. Их тоже можно назначить. И тоже можно от них ожидать хорошего эффекта. До знакомства с тобой я Мгм, мгм. обращался к одному, так сказать, специалисту, и он посмотрел анализ и говорит: у тебя тестостерон 14, потому что низкий ЛГ. Так, У меня ЛГ на тот момент был 1,3. так. Он прописал мне Кластил Бигит, Кластилбеги, так. что-то, по-моему, еще было. ХГЧ, по-моему, не было. Мгм. Я пропил месяц, у меня тестостерон вылетел аж к 30. Ух. Да, то есть у меня вырос ЛГ до 2,4, Мгм, мгм, тестостерон выскочил, я чувствовал себя классно, мгм. сразу же начался процесс таяния Да-да-да-да-да-да. подкожного Ага. жира. Это меня очень порадовало. Конечно. Визуально все здорово. Проходит после отмены препарата, наверное, 3 недели, сдаю анализы, все в штиль. Мгм, Свалилось. мгм, мгм. Тестостерон мой 14 вернулся, ЛГ до 1 упало. Вопрос: насколько вредны
для здоровья человека такие препараты, как кластилбегид? В мягких дозах, в мягких режимах, то есть не на постоянку, само собой, а такой вот небольшую пульс-терапию, там, трижды-четырежды в год абсолютно не вредны. Если выбирать между кластилбегитом и андрогелем, что Мгм. бы вы посоветовали, какой препарат применять человеку моей конституции, моего образа жизни, который уже довел гормоналку свою на своих ресурсах до пика, но она Мгм. дальше не растет. То есть вот 14 тестостерон, ЛГ-1, и, соответственно, это предел моего Мгм. организма. Вот Мгм. на каком бы препарате вы посоветовали мне дальше прогрессировать как спортсмену? Ну вот учитывая то, что в перспективе деторождения, и нам бы не хотелось снижать уровни спермограммы, лучше, наверное, кластилбегид такими вот мягкими, легкими курсами периодически. На печень никакого влияния у него Да нет. практически нет. Если печень мы не убиваем другими веществами, то все Мгм. нормально. То есть классилбегид решение для поднятия тестостерона, не влечет поднятия женских гормонов, эстрадиола и пролактина. То Тут есть, мы оговоримся, что это твой конкретный случай. Раз это не общая рекомендация для всех, после тщательного гормонального скрининга, само собой, до и после. То есть мгм, руку держим на пульсе всегда в этих отношениях. мгм, Смотрим, опять же, и на функцию печени, само собой, на билирубин, на АЛТ, АСТ. Смотрим на уровень эстрогенов, в случае чего корректируем все в таком, в режиме постоянного контроля. Это мгм. важно. То есть каких-то универсальных рекомендаций, конечно же, нет. Все зависит от анализа. Абсолютно, конечно же. Это анализа от твоего образа жизни, от твоих дальнейших ожиданий. Конечно, Мгм. конечно. То есть рекомендации для мужчины в 40 лет в первую очередь вы выводите свой организм, ну, так сказать, в Абсолютно. физический пик, насколько это возможно. Мгм, мгм. Сначала мы используем такие добавки, как трибулус, ашваганда, фагодия, Мгм. креатин, протеин, то есть Цинк, селен, само собой. цинк, обязательно цинк, витамин D Мгм. О, тоже и, важно очень, кстати. и что у нас? И По большому рыбий счету, жир, рыбий жир, да, омега. Вот это вот омегу. те вещи, которых нам реально не хватает в наших широтах. Я То есть, просто сейчас перечислил все, что пью. ну да, так в принципе и есть, да, потому что в наших широтах тоже многие спрашивают меня пациенты, какие витамины нужны нам просто так на фоновом режиме, да. Я говорю обычно про два важных. Это витамин D, действительно, потому что в наших широтах даже летом не хватает той части спектра, которая стимулирует выработку витамина D с кожи. И, естественно, это омега, потому что, ну, далеко не у всех даже четверг является рыбным днем, да, как это было раньше. Как правило, гораздо меньше рыбы, чем нам бы хотелось в рационе, а он только там содержится. Вот. Остальные все витамины по дефицитам. Очень глубокая тема про вообще продукты. У меня будет Да, следующий ну подкаст да. о продуктах по поводу рыбы. Так, Мы говорим, что норвежский лосось, вот эти все вещи, так. что там омега, очень полезно. Но норвежский лосось, он же выращенный. Он выращенный Дикого сейчас, лосося да. нет. Выращенный лосось, по большому счету, это отрава для организма. Так. Его кормят антибиотиками, его Мгм. кормят переработанной рыбой, в которую тоже Мгм. добавляют различные стероиды, чтобы он быстро вырастал. Рыба находится в контейнерах, то есть она не плавает. А когда Ну, рыба не охотится и не плавает, у нее омега-то и не вырабатывается. ты сломал мои шаблоны, ну. Да, я недавно сам себе сломал, думаю, а что же есть теперь? Курица нашпигованная водой, Да, химией, да-да-да-да-да. рыба норвежская, Ну то же самое. Что есть? Траву, орехи, ну, солнце. видишь, к сожалению, это, Артур, обратная сторона перенаселения планеты и отсутствия такого большого выбора продуктов, да. А еще вопрос по гормонам. Мгм. Какая разница между свободным тестостероном и общим? Вот многие сдают просто, вот приходит общий тестостерон, там у него, допустим, 20, Мгм, мгм. но он не знает, какой уровень свободного. Вот разница между свободным и общим, на Видишь, что мы они ориентируемся влияют? больше по клиническим рекомендациям. Есть российские клинические рекомендации для нас, как, скажем так, Библия для практикующего врача, да? Практически по каждому заболеванию есть свои клинические рекомендации. Это на самом деле не какой-то алгоритм, который надо выполнять, это воспринимать лучше как помощь врачу, да? Потому что если ты все делаешь по клиническим рекомендациям, никакая жалоба тебя не коснется, слава богу, и любой прокурор встанет на твою сторону, да? Мгм. Такие же клинреки сокращенно есть и у европейцев, у американцев, практически у каждой большой ассоциации мировой. И мы работаем по ним в
первую очередь. И там говорится очень, на самом деле, прозрачно и просто, что если общий тестостерон находится в пределах нормы, то можно не смотреть свободный. Если же общий тестостерон падает меньше 8, только в этих случаях мы должны смотреть на свободный тестостерон и из них высчитывать уже ГСПГ, гормон, связывающий половой гормон. Он воспринимается нами как некое такси для перевозки тестостерона. Он тоже может быть сильно завышен, сильно занижен, и там тоже свои возникают диагностические поиски. Поэтому все-таки мы ориентируемся на общий. От 12 и выше при физиологической норме 15-23. Такие вот главные наши Мгм. основы. Я изучал информацию о свободном тестостероне Мгм. и источники, да, как говорят, Так, так, как так. говорится, английские ученые Так, говорят, да-да-да, что британские. британские, да, Ага. что свободный тестостерон влияет именно на набор мышечной массы. Чем выше свободный тестостерон, тем у Мгм. тебя быстрее растет мышечная масса, откликается организм быстрее на физическую Да, нагрузку. тут больше мы с тобой сейчас заглядываем на спортивную медицину, да, которая не сильно соотносится с такой, с классической, с нашей вот с урологией, с андрологией. Это все-таки больше, наверное, удел для таких спортивных врачей, которые заточены на получение результата, даже, как правило, вопреки клиническим рекомендациям. То есть они знают какие-то, скажем так, пределы, да, выше которых заходить нельзя. Но они не относятся к клиническим рекомендациям столь рьяно, как мы. Поэтому это вот отдельная маленечкая история. У Мгм. меня есть тоже спортивные врачи, спортивные эндокринологи, и твой следующий подкаст можно будет тоже пригласить такого человека. Обязательно Он очень сделаем. интересный. Будет у меня Мгм. серия выпусков Супер, именно как продлить ваше здоровье, супер. Вот он очень много может рассказать. остаться молодым, Мгм, активным, мгм. потому что, подойдя к рубежу 40 лет, нужно об этом уже задумываться. Как Конечно, говорится, конечно. старость не за горами. Да, я тоже очень люблю приводить такую метафору, что начиная с 40 лет у мужчины заканчивается гарантийный срок, Да. и мы уже, к сожалению, вынуждены приглашать его на разнообразные ТО на техобслуживание, суть чекапы, да, и заниматься с ним уже ежегодно, потому что до 40 лет это все-таки больше приветствуются приемы именно по событиям. Возникает событие, мы его приглашаем. Нет, нет. Мне очень нравится метафора с автомобилем. Да, да, она близка А, каждому мужчине. Да, Уоррен Баффет об этом сказал очень просто. Так, Представьте, что вам дали единственный автомобиль, и вам нужно за ним следить всю жизнь. о, красиво. Нету никакого трейдина, ты не можешь просто взять там двигатель просто. Ну, в автомобиле возможно, двигатель поменял и поехал. Да, Но вот как-то сердце менять ну да. тоже возможно, но М, вопросики имеются. имеются. Рокфеллер делал это 8 раз, по слухам, да? Рокфеллер, да, но Да. мы, к Мы не сожалению, Рокфеллеры. да, в финансовом плане не Рокфеллеры, сами понимаете, это дорогостоящая операция, поэтому Мгм. нужно беречь свое здоровье, я Конечно. считаю, с 20 лет. То есть 20 лет ты уже должен быть осознанным Мгм, к своему мгм. здоровью и планомерно подходить уже к 40-летию, к 40 годам, подходить к 60 годам. Мгм. Я не знаю, откуда у меня вот эти вот подходы и знания, но в 20 Так. лет я уже понимал, что если я сейчас не буду закидывать на 40 лет Ого. капитал, да, Мгм, здоровья, мгм, мгм. то мне будет сложнее стартовать с 40 до 60. Очень И вот классно. мне сейчас 41, ну, честно говоря, я не чувствую разницы, Так. что я в 20, как себя чувствовал и выглядел, что сегодня. И мне Круто. удалось с 20 до 40 лет сохранить Мгм. визуал свой, Мгм, тело, мгм, мгм. состояние. Я считаю, это круто. Это очень круто. На самом деле про 20 лет в действительности я же еще и занимаюсь, у меня такая гуманитарная небольшая функция для меня, как по пирамиде Маслоу, да, я уже начинаю делиться своим опытом и взглядами. Начал проводить уже лет 7 как уроки полового воспитания в школах, Мгм. начиная с 5 класса для мальчиков. И я уже там говорю такие же вещи, как и ты говоришь сейчас, Артур, что действительно даже уже с измальства, с полового созревания уже нужно смотреть за здоровьем предстательной железы. Там и множество других факторов именно про гигиену, про мужское здоровье. То есть тогда уже нужно сеять на самом деле эти семена здоровья. Я бы с радостью с тобой сходил в С школу, удовольствием. и у меня такая есть мысль, что со школы должно быть воспитание ребенка, именно Вот. гигиена питания. Вот. Потому что, но мы должны начать с родителей. Абсолютно Ребенок правильно. зависим от родителей. Что отец принес в пакете, то он и будет есть.
Конечно. И вот здесь такая большая работа начинать с родителей. Вполне возможно, в дальнейшем будет, если, конечно, у государства есть задача, чтобы население как максимально проживало больше, Я думаю, что есть. ну, возможно, Ну, тут можно, да, да, подискутировать на самом подискутировать. деле. Если такая задача есть, то будет урок именно о питании, о правильном Мгм, питании мгм, у мгм, ребенка. мгм. Понятно, что и можно в столовой их обязать кушать правильно, но я помню, когда мы были в детстве, нам никто не объяснял, Ну, конечно, да. как правильно питаться. И мы питались на протяжении 3 лет колой и сникерсом. Я ждал этой перемены, когда мы побежим, купим колу и сникерс. Я ходил в школу ради этого. Тут интересный, Артур, психологический эксперимент проводили, опять же, британские ученые. Они брали старшую группу детского сада, 30 детей, и делали им месяц подряд типа шведского стола. Мгм. Ешьте все, что хотите. На этом столе было полностью все, начиная от колы и Да. сникерсов, заканчивая овощами, фруктами, мясом, рыбой и так далее. Вообще полностью все. И в действительности первую неделю они объедались колой и сникерсами, но потом они сами в итоге к концу месяца пришли к более-менее сбалансированному питанию. То есть организм все равно, восполнив все там психологические дефициты, там какие-то недоедания, все равно приходит сам к этому. У всех по-разному. По-разному. Да. Я много смотрел передач о людях, которые весят больше 300 килограмм. У них вот это вот стопа У них нет. это не работает, Да, да. видимо, это какое-то нарушение в Я психике, думаю, да. потому что люди не могут Но это остановиться. болезнь, по Это, сути, да. это психологическая болезнь в Да, первую очередь. конечно, конечно. Вот. И дети, которые имеют эту Мгм, мгм. болезнь, отклонение, я думаю, они продолжали есть Ну да, но это сникерсы, опять же от чтобы... родителей идет, потому что мы же с тобой часто видим на улицах семьи, где и мама, и папа с избыточной массой тела, и худых детей там, как правило, нет. Исключено. Потому что Потому что модель культура питания, да, питания, модель да, питания одна. совершенно верно, да. Бургеры, кола, Да, шоколадки. да. От осинки не растут апельсинки, Да, есть как же, я говорится. тоже давно занимался психологией питания, и отчасти потому, что сам был тоже 105 килограмм на пике 20 лет назад, на пике формы, как я это называю, когда было такое шаровидное лицо на паспорте и так далее. Мгм. Вот. И потом в действительности с гелевыми формами тестостерона, не без них справился с этим за год, со спортом, естественно, с восстановлением нормального фундамента и так далее. И в действительности многие механизмы избыточной массы тела, ожирения связаны с прививанием культуры еды, как, допустим, сладкое как вознаграждение за что-то, да, Мгм. сладкое как заедание стресса. И вот эти вот питательные привычки, пищевые привычки, они очень туго потом выпариваются обратно. В течение года ты использовал андрогель. Да. Какие ощутил позитивные, негативные моменты? Как он влияет на организм? Слушай, ну, чего-то негативного я не ощутил. Может быть, меня чуть-чуть подбешивала необходимость ежедневной траты времени на нанесение андрогеля. Это Мгм. 3 минуты ты стоишь и наносишь его, ждешь, пока он впитается полностью, чтобы не одевать рубашку на мокрую кожу. Ну, там 2-3 минуты, не больше на самом деле. И, наверное, это было единственным негативным моментом. Какого-то уменьшения объема яичек я не ощутил. Мгм. Там был не год, там было 8 месяцев, но все равно, ближе к году все равно, да. Наверное, на таком относительно коротком промежутке времени ГЗТ, тем более андрогель, как мягкая форма, да, ГЗТ, не сильно влияет на объемы яичек. Но зато я ощутил огромнейшую массу положительных эффектов. Это не реклама андрогеля, ни в коей мере не подумайте. Мгм. Вот, это реклама здорового подхода к своему здоровью. Улучшились когнитивные способности. Я стал лучше высыпаться гораздо, даже, может быть, при таком же небольшом режиме сна, потому что у меня в те годы, почему и была эта избыточная масса тела, у меня было до 5 работ на пике разных, было до 3 дежурств суточных в неделю, ну, то есть достаточно много работы было. И, естественно, была гигантская потребность в калориях, гигантская потребность в углеводах, все это заедалось, все стрессы заедались. Все улучшилось, все параметры улучшились. Да, это не быстрый был, естественно, процесс, и чего-то ожидать прям быстрого, там, с первых пакетиков андрогеля, конечно же, не стоит. Но любой путь, он долгий. Какой уровень тестостерона был на андрогеле? Ну, Мгм, когда мгм, заканчивал, может быть, мгм. и ЛГ?
ЛГ не смотрел, на самом деле, может быть, смотрел, но не помню, на самом деле. Сейчас я помню, что откуда все началось. Я как раз в 2006 году съездил на цикл повышения квалификации именно по андрологии к Светлане Юрьевне Калинченко, которая является в России таким апологетом ГЗТ, в принципе, да, андрогеля в частности, других препаратов. И она очень сильно сумела заразить нас тогда, как группу врачей, вот этой вот ГЗТ-историей. И приложив все на себя, я в тот же вечер, на самом деле, пошел в аптеку, купил себе тестостерон и стал намазывать, предварительно, естественно, измерив его уровень, был 8. Был 8, вот, при массе тела 105. И вот примерно за год, подчеркну еще раз, со спортом, с нормальным высыпанием, с отказом от части работ, с уменьшением стресса и так далее, и, естественно, с нормальным питанием, потому что я полностью убрал сладкое, вот именно с того дня убрал сладкое. На тот период жестко убрал, сейчас, естественно, я позволяю себе немного. И убрал все мучное. То есть хлеб я практически до сих пор не ем и не переживаю из-за этого ни секунды. Вот. И сейчас тестостерон держится Ну, 29-31. отлично. Все это мне уже 48. Моя мечта. Ну да, У меня 14. подтянем, подтянем. Подтянем. Опять же, для чего? Опять же, для чего? Да, нужно тут самому разобраться. Абсолютно правильно, Артур, да. Каждый выстраивает свои цели, конечно же. Я тоже занимаюсь спортом до сих пор, и бегаю, и йога периодически есть, и трижды в неделю зал, естественно. Мгм. То есть андрогель– это лайтовый препарат, Да, который помогает повысить тестостерон, но в условиях ты их перечислил. конечно же, да. Все это ложится на хороший, на крепкий фундамент. И андрогель именно является таким первым средством, опять же, по клиническим рекомендациям, именно с него и рекомендуют начинать любую ГЗТ. Он как мягкий вход. Потом уже пути могут разниться. Как насчет выхода с андрогеля? Что делать? Если ЛГ, допустим, провалился, яички скукожились, что Мгм, мгм. делать? Как выходить правильно? Если курс андрогеля планируется к году примерно плюс-минус, то лучше, наверное, месяцев 3 уже использования начинать периодически подкалывание хорионического гонадотропина. Мгм. 1500-2000 раз в неделю с удовольствием в мышцу ставится, не Одним проблема. уколом или раздробить на Можно всю одним неделю? уколом спокойно, Артур. Спокойно, не надо Спокойно. там дробить Нет. по 500, 3 Нет, 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 раза нет, нет, не колоть надо. в Можно зад. ставить одним уколом. Это так же, как я пью витамин D не ежедневно 20 тысяч раз в неделю по субботам. Стоит Мгм. будильник на 10 утра, спокойно, абсолютно. То же самое. Мы затронули тему жировой ткани. Ты говоришь, у тебя Так, был вес 105. 105. Я так понимаю, процентов, наверное, 25 жира Я содержания думаю, да, даже подкожного больше. было. Тогда еще не было у меня в арсенале моих весов, которые меряют Классная вещь. биоимпеданс. Да, я Тоже знаю, что у тебя пользуюсь. такие же, да, Да. есть приложение там встроенное, да, есть, естественно, все графики динамики, которые позволяют очень визуально тебе видеть всю твою динамику, да. Вопрос. Насколько жировая ткань влияет на погашение тестостерона в организме? К сожалению, сильно влияет. Жировая ткань в настоящее время и считается одним из главных потребителей, к сожалению, тестостерона, обкрадывая наш организм и не давая доступ тестостерона именно к органам-мишеням, к Мгм. головному мозгу, к костям, к яичкам и так далее. Поэтому чем меньше жира, тем лучше. Ну, до разумных пределов. Да, мы знаем с тобой, что 10-12%, наверное, вот та целевая концентрация жира, меньше которой тоже опускаться лучше не надо, потому что это будет дискомфортно. И полностью, наверное, жир убирать из питания тоже не следует, потому что гормоны являются тоже жирорастворимыми, тот же самый тестостерон, Мгм. и тогда он не сможет синтезироваться, если мы полностью уберем жир из питания. Плюс ко всему еще жировая ткань вырабатывает эстрогены, да, которые тоже гасят тестостерон, конечно. То есть давай перечислим 3 основных негативных фактора тестостерона: жировая ткань, Да, кортизол, да, вредные привычки. так. Тут у нас Ну, в принципе, и уже достаточно, да. достаточно. Да, Сон, да. отсутствие сна. Такой базовый минимум, И да? давай еще пятую. Нерегулярная половая жизнь. Вот, нерегулярная половая жизнь. То есть вот эти вот факторы уничтожают тестостерон, и мужчина становится не Да, мужчиной. соответственно, если все эти 5 пальцев по очереди разгибать и убирать эти факторы, то мы уже придем к какому-то вот такому базовому, хорошему, фундаментальному Плато. тестостерону, даже без стимуляции, да. Ага. А далее, если есть желание, можно начать с андрогеля. Конечно, конечно, абсолютно Мгм. правильно. С бустеров или с андрогеля. Почему некоторые врачи боятся назначать ГЗТ?
Очень хороший вопрос на самом деле. И поскольку я являюсь иногда приглашенным лектором, спикером как раз для врачебных аудиторий, то меня приглашают и эндокринологи в том числе к себе, чтобы я, как это ни парадоксально звучит, их успокоил, чтобы они сами начали назначать тестостерон. Потому что, по сути, ведь тестостерон — это гормон, и как будто бы казалось, что это их зона, да, зона ответственности, зона знаний. Но как-то исторически получилось, что урологи откусили этот кусок у эндокринологов и взяли его себе. Вот, поэтому, как ни парадоксально, уролог-андролог учит эндокринологов сейчас, что не надо бояться назначать тестостерон. Почему бояться, не знаю, потому что считается, отчасти это миф, отчасти нет, что излишний тестостерон может каким-то образом провоцировать рак предстательной железы. Мгм. Это пошло из давнишних исследований еще 40-х годов прошлого века. Эти исследования были не сильно хорошо сделаны, качественно, но там доказали, что если убрать оба яичка у человека, тогда у него встанет на паузу рак предстательной железы. И действительно, этот способ применяется и сейчас, но сейчас мы не убираем яички, а назначаем препараты антиандрогеновые, специальные при раке предстательной железы. И из этого сделали вывод, что чем больше тестостерона, тем больше вероятность рака простаты. На самом деле это притянуто за уши, и мы спокойно, даже у пожилых людей, можем назначать тестостерон, ГЗТ, но через обязательный чекап небольшой в плане ПСА, простат-специфического антигена, чтобы нам исключить рак предстательной Мгм. железы, после обязательного пальцевого ректального исследования, либо трансректального УЗИ предстательной железы, и после оценки еще ряда факторов. Тогда бояться не стоит абсолютно. И вот именно эти моменты я и проговариваю с врачами. Что бояться не стоит при тщательном контроле. Мы проговорили негативные факторы высокого тестостерона. Давай о низком. Вот Давай. если продолжать человеку жить на 80 Мгм, наномоль мгм, мгм, на литр мгм. тестостерона, ну, на протяжении всей жизни, какие побочные эффекты будут у организма? Их много на самом деле, Артур. Есть такой термин даже у нас — метаболический синдром. И этих мужчин, метаболиков, как мы их называем на жаргоне, их видно всегда, даже когда он заходит в кабинет ко мне. У него потухший взгляд, опущенное лицо, грустная складка между глаз, между бровей, избыточная масса тела, повышенное артериальное давление и склонность к диабету. Вот такой вот комплекс факторов, как правило, и является маркером того, что у него сниженный тестостерон. Плюс ко всему еще меньше когнитивной способности раз, он хуже спит, он просыпается и уже чувствует себя невыспанным, Мгм. его постоянно клонит в сон после каждого приема пищи днем, он ищет возможность днем поспать, покемарить. Он приходит домой, и он дико ленится, то есть ему вообще ничего не надо, надо, чтобы его просто не трогали, он где-нибудь ляжет с газетой, либо, как сейчас, с рилсами, да, в уголочек, чтобы не трогали. Вот, то есть у него продуктивность практически равна нулю. На работе он досиживает до конца, Мгм. еле-еле-еле и идет домой. Он не думает ни про эрекцию, ни про либидо, само собой. Вот так вот я, наверное, тебе обрисовал портрет мужчины с низким тестостероном меньше 8. Меньше 8. А таких мужчин действительно много у меня на приеме. Основная масса во сколько лет приходит? 40, 45, 50. То есть мы прям вот подкаст актуальный. Конечно же, Мы да. говорим Конечно же, да. о людях, которые Да, то есть в сегодня... 40, в 45 он выглядит уже как брюзжащий старик. Вот брюзжащий старик — это вот такая вот метафора, да, которую мы все знаем. Вечно всем недовольный, грустный, постоянно не улыбающийся никогда в жизни, не смотрящий вслед девушкам и так далее. Вот в 40-45, Главное, чтобы мужчина вслед не смотрел. слава богу, да, Или при там ему без нынешней, разницы, при что нынешней толерантности, девушки, да. мужчины. Вот. И вот таких мужчин много, которые скуфятся уже в 35-40 лет, к сожалению. Сейчас немного тоже такой темы со стринкой. Влияет ли тестостерон на продолжительность полового акта? Я думаю, что, Высокий тестостерон и низкий. Вот разница, ну, длительность при полового. низком тестостероне, я думаю, что вообще эрекция будет большим праздником, нечастым на самом деле у мужчины, да, как и либидо в том числе. Вот. А высокий тестостерон дает, конечно, гораздо больший перформанс.
Здесь на самом деле нет таких четких исследований и зависимостей. То есть есть проблема, называющаяся ранним семяизвержением, да, и там нет на самом деле, Артур, сильной привязки к уровню тестостерона. Это просто либо она есть, эта проблема, она может быть связана либо с гиперчувствительностью головки, да, тогда мы делаем обрезание, либо денервацию ствола полового члена. Денервация это что? Денервация – это когда мы кожу полового члена полностью скальпируем до корня полового члена Уже больно звучит. и видим на белочную оболочку заходящие нервные окончания, и через одно мы их пересекаем. То есть в половину, получается, уменьшаем чувствительность самой головки. Головка, условно говоря, онемевает примерно на 50%. Это Это люди позволяет продлить. соглашаются, мужчины Да, соглашаются да, на это, чтобы да. продлить половой акт? Ну, чтобы не то, что продлить, чтобы привести его хотя бы к нормальным значениям, а нормальные Вот значения... про нормальные значения очень Да, друг это там интересно, мы интересуется, зашли на это. спрашивает. Друг спрашивает, да, Да, из сколько серии. длительность нормального полового акта по Проводились времени? исследования, на самом деле, в супружеских парах проводились исследования от 2 до 7 минут в среднем. Считается норма. Пацаны, все Так отлично. что мы От находимся 2 до полностью в 7. норме, да. То От есть 2 вот до эти 7. сказочники, которые я всю ночь по 3 раза, это Это пускай он сказочники, да. рассказывает Пускай там. рассказывает Да. дальше, да, да. Слава богу, что это Все на самом деле нормально. так, а то Вот. сказочники расскажут, потом так всю ночь и спать не может. Думаешь, Ну вот точно все да. нормально? Ну Или вот да. коллегу Владимировичу надо на прием сходить, Да. на массаж простаты? Вот. А действительно, преждевременная эякуляция или раннее семяизвержение – это проблема, когда, допустим, там 10, там 30 секунд всего лишь мужчина может делать фрикции, а потом уже заканчивает. Это проблема. И она вызывает недовольство как и у мужчины, так и у его партнерши, естественно. И такие мужчины приходят к нам. Ну, раз про время полового акта поговорили, давай про размер уже добьем О, давай, эту историю. хорошо. Среднестатистический размер полового члена на планете, давай так. На планете 14 сантиметров. Ну, тоже В радостная новость. эрекции. В эрекции. В Радостная эрекции. новость, так что все нормально. Вот. Выдохнули, я думаю, Да. миллионы людей. Да. Есть страны-чемпионы по длинам. Это страны Это Африки. как соревнования проводили или Ну, как? типа замеры, да. Ага. То есть на самом деле эта статистика идет от маркетологов, от производителей презервативов. Потому что им важны размеры, которые они продают для понятно. разных стран. Им точно надо. Да, Дюрекс в том числе Да, этим часто малыша занимается. закинут в Африку, и Да, все, да. не продали ни одного. Абсолютно правильно. Ага. Вот. И там средняя длина в состоянии эрекции 21 сантиметр. Средняя. То есть есть, естественно, органы и побольше, да? Это в Конго. Понятно. Конго. Конголезцы могут похвастаться, да? Вот. А естественный вопрос про где же самый короткий в странах Кореи, в Южной и Северной Корее. Причем в Южной Корее 11 сантиметров в эрекции в среднем, а в Северной Корее 10. Мгм. Казалось бы, один и тот же народ генетически, да, но из поколения в Вот поколение... они письками и меряются, Вот да? они как раз и меряются, возможно, в И этом-то, сантиметром да, своим. в этом, возможно, и смысл, больше. один из смыслов конфликта, да, Да, и стены между ними. Вот. А смысл в том, что из поколения в поколение из-за бедности, стрессов и обилия курения в Северной Корее еще на сантиметр уменьшился. То есть из поколения Длина. в поколение нация курит, стрессует, Да, да. и И, к сожалению, это уменьшается закрепляется, да. половой член. К сожалению, закрепляется. Это как при эволюции отваливается ненужный палец. Ну, типа, да, как рудимент, да. Ну, главное, чтобы Мгм. там не отвалился, но они размножаются, поэтому все нормально. Но в действительности длина влагалища физиологическая 9 сантиметров, поэтому вполне хватает То есть для оплодотворения. Оплодотворение. Да. А для получения удовольствия женщине? Посложнее. Но мы знаем тоже клинические большие исследования, метаанализы, что когда тысячи женщин спрашивали американские ученые, что бы вы предпочли больше у мужчины, длинный член или толстый член? Мгм. 80% предпочли бы толстый член, потому что ножки клитора окутывают именно вход во влагалище, и тут важнее толщина. И на этом, может быть, и основана такая вирусная активность. У нас сейчас процедуры утолщения полового члена у мужчин. Тоже режут. Тоже. Ну, Что-то вводят. вводим между фасциями под кожу специальный коллагенообразующий препарат на основе полимолочной кислоты. Амбулаторная процедура, полчаса длится, плюс 4 сантиметра к обхвату. Хозяйки на заметку. Плюс 4.
Другие способы увеличения не предложишь? Я не предложу, но наша пенитенциарная система тюремная издревле предлагает введение вазелина, разнообразных объемообразующих мазей, тетрациклиновой мази и так далее, после которой мы всегда видим нагноение подкожные членов у пациента и, к сожалению, приглашаем их на большие операции уже То реконструктивные. есть ребята, которые сидят Да, в заключении, думают об увеличении члена. да, там есть свои какие-то Скучно, психологические моменты, видимо, и скучно. скука, да, и татуировки, и увеличение члена и так далее. Олег, давай посоветуем нашим зрителям, которым сейчас, допустим, Мгм, 20-25 мгм, лет, мгм. что им уже делать, чтобы к 40 годам они подошли здоровыми, активными, сильными мужчинами. Мгм. Хороший вопрос такой. Take home message, да, как говорят. А, Я бы, естественно, как мы уже говорили с тобой, Артур, в этом подкасте, укрепил фундамент и бросил бы все силы на хорошие качественные кирпичи, бетон и так далее. Что я имею в виду? Сделать свой сон правильным. Что такое правильный сон? Он стоит на 4 главных черепахах. Да? Это продолжительность сна, не менее 7, но и не более 10 часов. Это прохлада в комнате 19, 20, 21 градус. Это тишина. Я не говорю про берушие наушники, как это делают биохакеры, но, по крайней мере, чтобы было Я стал использовать беруш супер, и супер. услышал, что такое звенящая тишина. Она Вот. тоже раздражает. Она раздражает сильно, да. Отвлекаясь маленечко, есть же в Америке огромнейшая большая камера, как трехэтажный дом, специальная, обеззвученная вообще. И там проводятся разные эксперименты там Да, по замерам. ретриты закрывают глаза, Да, уши и люди не погружают. могут там выдержать более 5-10 минут. Там на самом деле тишина минус сколько-то децибел. Вот. А, И четвертая позиция в плане нормального сна– это темнота. Тоже важнейший момент. Блэкаут, Полная шторы. темнота, блэкаут, штора, да, исключение разнообразной засветки. Во-вторых, это регулярная половая жизнь, как мы говорили, не реже раза в 2 недели, но не чаще раза двух в день по возрасту. Конечно. Перебью немного. Давай. 20-летний парень. Не всегда у них происходит стабильная половая жизнь. Так, Что скажешь про идеально. Мастурбация. И физическую идеально хорошо. помощь Это друга практически левого-правого? полная замена половой активности. Практически, потому что все равно это какого-то рода эрзац, скажем так, замена, да, потому что нету прелюдии, нету какой-то эмоциональной истории, но физиологически для организма это практически одно и то же. Длительная мастурбация имеет свои минусы, потому что нервные окончания становятся менее чувствительными, и обычный половой акт после этого может не показаться Затягиваться? столь ярким, да, А, затягиваться и так далее. Да, ты прав, и такие пациенты тоже приходят ко мне, подростки, которые слишком много мастурбируют. Мастурбация также может стать навязчивой историей, но тогда это уже нужен психолог, психотерапевт, но в целом это полная нормальная замена. Не будет ли каких-то психологических отклонений, если молодой человек очень часто смотрит порнографию и занимается вот этим рукоблудием, так сказать? Может быть, и такие пациенты тоже приходят к нам, особенно пациенты, не начав нормальную половую жизнь, сразу же уходят в порно, мастурбацию и так далее. И у них паттерны поведения полового вырабатываются именно на основе таких фильмов. А мы же с тобой знаем, что это фильмы не документальные отнюдь. Это все-таки художественные фильмы с придумкой, со сценарием, с Да, актерами. И там очень много неестественного. Девушки не всегда готовы сразу же ко всем видам секса. Половой акт не настолько длинный. 1,5 часа. Да, половые члены Привет. не так долго стоят постоянно нон-стоп, сперма не так много выбрасывается. А молодежь-то воспринимает это за чистую монету и ждет такого же от обычной девушки. А обычные девушки далеко не всегда готовы на такие сценарии. И у пациента возникает разрыв шаблона, срыв ожиданий. Они приходят ко мне и говорят, Мгм. почему все не так. Я не такой. Я говорю, вы такой. Это фильмы не такие. Продолжаем советовать 20-летним ребятам. Да, да, да. Физическая активность. ВОЗ рекомендует дважды, трижды в неделю любую физактивность, которая превосходит обычный ежедневный фон. Будь то ходьба, будь то зал, будь то бег, плавание, любая физактивность, которая должна быть, потому что, на удивление, даже и этого многим не достает сейчас. Да? Следующий момент– это стрессы. Стрессы, понятно, что везде вокруг нас сейчас, годы такие, время такое, как говорят, но отношение к стрессам можно менять.
Понятно, что ты не изменишь уровень стресса, да, но ты можешь не думскроллить, не читать постоянно новости и так далее, но отношение к этому тоже можно менять. Все, что тебя напрямую не касается, можно пропускать, условно говоря, мимо, и это тоже нормальная практика, да. И, наверное, последний пункт – это правильное питание. Правильное питание. В следующих подкастах ты об этом расскажешь обязательно. Вот. Но действительно ВОЗ рекомендует сейчас средиземноморский вариант диеты, где в чашке должно быть в тарелке любого цвета, разнообразного цвета еда, овощи, фрукты, мясо и рыба примерно в равных соотношениях. И уделяем время белку, протеину и так далее, конечно. В общем, подводим итог нашего подкаста. Мгм. Мужское здоровье – это не про возраст, это про систему. Конечно, конечно, Можно и в 60 лет чувствовать себя полноценным конечно. мужчиной. Я видел таких крепких дедушек, хотя Мгм, когда мгм, смотришь на него, язык мгм. не поворачивается, которые до сих пор действующие Да, спортсмены, бодибилдеры. Понятно, что они сидят явно не на андрогеле, а на чем-то ну потяжелее. да, Но, если честно, я выбираю быть тем дедушкой, который конечно. выступает по бодибилдингу, нежели Мгм. быть дедушкой с палкой. Да, да, Там, да. в 70 с лишним лет люди способны выглядеть физически сильными, активными и выходить на сцену по бодибилдингу. Конечно. Поэтому следите за своим здоровьем, начинайте как можно делать это раньше, и в 40 лет вы будете себя чувствовать прекрасно, а кто после 40 также стремительно тренируется, правильно питается, следит за своей гормональной системой, приходит к таким замечательным специалистам, как Олег Владимирович, и все у вас будет замечательно. До новых встреч, увидимся на моем канале Anti-Age. Спасибо, Артур, за приглашение. Был рад поразговаривать, поделиться какой-то информацией. Буду рад дальнейшим приглашениям. Я Спасибо. тоже очень рад, увидимся, Спасибо. до встречи. Спасибо.